Рано или поздно у вас наверняка возникала необходимость запустить какой-нибудь старый софт или собрать старый компьютер на 478 сокете для игр и прочих развлечений. Однако не все могут в сию минуту взять, найти какой-нибудь старый ПК из нулевых на досках объявлений и купить. А вдруг произошла ситуация, требующая проверить ПО прямо здесь и прямо сейчас? В качестве компромиссного варианта его можно запустить через настройки совместимости, но это не может давать стопроцентного факта корректной работы. Назревает вопрос. Если нет настоящего реального ПК, а старый софт на чем-то запустить надо, то как быть? В качестве решения данной проблемы на помощь приходят виртуальные машины и эмуляторы. На сегодняшний день существует огромное количество решений на свой вкус. VMware, VirtualBox, 86Box, Qemu и так далее. В этом видео я хочу показать все актуальные виртуальные машины и эмуляторы, выяснить их сильные и слабые стороны, кратко рассказать об эмуляции на телефонах, которой я когда-то увлекался, подвести итоги и сделать вывод о съеденных печеньях. Я думаю, будет интересно. Ставьте себе чаек, берите печеньки, кстати, и давайте таки уже начнем. Также хочу напомнить, что в ролике будет озвучиваться сугубо мое мнение. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать свой опыт использования, то добро пожаловать в комментарии. Перед тем, как нам разобраться с эмуляторами и виртуальными машинами, нужно все же узнать, что такое эмуляция и как это все появилось. Эмуляция – это максимально возможная имитация работы ПО или системы без потери функциональных возможностей и искажения результатов. Например, существует эмулятор дисководов, позволяющий нам монтировать образы дисков без его физической копии и настоящего дисковода для чтения. Да не софтом и системами едиными. Можно эмулировать игровые приставки, мобильные операционки, полноценные архитектуры. Стоит подметить, что в большинстве случаев эмуляция будет медленной. Первая в мире эмуляция в сфере технологий начинается еще в 60-х годах прошлого века с выпуском System 360 компании IBM. Конечно же, это все было не для потребителя, только для научных и коммерческих целей. System 360 мог беспроблемно запускать код от старых машин, что в то время было невероятным чудом. В тех же 60-х компьютеры были совершенно иными по размерам, и каждый производитель строил свою собственную архитектуру. О стандартизации в таких обстоятельствах никто даже не заикался. IBM такая неразбериха надоела, и надо облегчить жизнь. Забавный факт. Пол Аллен и Билл Гейтс после прочтения статьи о новом компьютере Altair 8800 позвонили президенту компании MITS, который выпустил этот компьютер, и заявили, что они работают над ПО для него, хотя у этих двоих не было ни самого 8800, ни готовой программы, но была эмуляция его процессора Intel 8080. Виртуализацией называют изолированную среду, выполняемую в рамках одного устройства. Запущенная система в рамках виртуализации называется гостевой, а реальный компьютер, на котором происходит работа гостевой операционки – хостом. Для запуска и дальнейшей корректной работы гостевой операционной системы резервируются мощности вашего ПК. Ресурсы используются напрямую, без эмуляции. У виртуальной машины есть свой процессор, АЗУ, виртуальный жесткий диск в виде файла, сетевое подключение. По желанию можно и USB-устройство в виртуальную машину пробросить. Однако в рамках хостового ПК последние будут считаться отключенными, так как они перехватываются виртуалкой. В качестве примера могу взять VMware, который на Windows 98 вместо реального процессора скажет «Я Intel Pentium 3», хотя на XP-шке, в той же VMware, будет выдаваться реальный процессор. Виртуализация разделяется на три типа – программная, аппаратная и контейнерная. Кстати, вопрос, чем отличается эмуляция от виртуализации, можно даже не поднимать, ответ на него уже был дан в ранних объяснениях. Для виртуализации любая программа использует как минимум три технологии, которые были реализованы еще в процессорах под 775 сокет – VTD, VTX и SLAT. VTD позволяет гостевым системам напрямую использовать компоненты вашего ПК – Ethernet, графические карты, контроллеры и так далее. VTX – это база виртуализации, инструкция, которая позволяет работать в виртуальной машине напрямую с процессором, без посредников, долгов и вложений, сохраняя изоляцию от хостовой операционки. SLAT, также известный как вложенный пейджинг, предоставляет собой технологию преобразования адресов второго уровня. Микроспойлер. Для работы VMware эта технология нужна как воздух, не только VTD и VTX. Мир эмуляторов и виртуальных машин очень разнообразен, но в этом видео мы будем затрагивать только те, которые могут запустить операционную систему и сами по себе являются актуальными среди потребительского и бизнес-сегмента. Можно начать с, вероятно, самого популярного решения для виртуализации – VMware.
Первая версия VMware увидела свет 15 мая 1999 года, и поначалу эта программа была платной для всех. И уже в те годы имела своего рода защиту от идиота. Если вы запустите это в виртуалке, то вас попросят найти настоящее железо, а не испытывать судьбу. Любители жанра виртуалка в виртуалке, кажется, негодуют. Цена первой версии составляла 299 зеленых, но для любителей и студентов ценник понижался до 99 баксов. Минимальный ОС для запуска VMware была только Windows NT 4.0 и Windows 2000. 9X системы не поддерживались. Для тех, кто хотел всего лишь попробовать продукт, можно было скачать демоверсию на 30 дней. С последующей популярностью программы в 2005 году выходит VMware Player, полностью бесплатная для личного использования виртуалка. Плеер позволял все так же запускать виртуальные машины, но содержала более урезанный по сравнению со старшей версией функционал. В 2007 году выходит VMware для macOS, VMware Fusion. В 2023 году Broadcom купил VMware за $69 миллиардов, и это стало крупнейшей сделкой в IT-индустрии. После приобретения VMware отказывается от бессрочных лицензий для корпоративных клиентов и переходит на систему подписки. 13 мая 2024 года VMware Workstation становится полностью бесплатным для личного использования и отказывается от 30-дневных демок, а плеерный собрат прекратил свое существование. На моменте создания виртуальной машины нас просят указать платформу. Также прошу заметить, что у каждой версии платформы есть свои виртуальные лимиты в плане оборудования. Среди плюсов VMware могу отметить следующее. Возможность автоматической установки из ISO-образа для начинающих пользователей. VMware создает отдельный образ дискеты с конфигурацией для программы установки обнаруженной системы. В некоторых моментах, особенно в современных Windows, это работает не идеально. Функция расширения виртуального жесткого диска в один клик. Поддержка 3D-ускорения, благодаря этому поддерживается Windows Aero и прочие 3D-приколы. Гибкая настройка сетей в виртуальных машинах через штатный инструмент. А минусы будут? Будут! VMware будет требователен к ресурсам хоста и технологиям виртуализации. На Windows 7 для установки VMware Tools нужно сначала установить вот это обновление, иначе выплюнет ошибку. Установка Windows 9X систем на современных процессорах может завершаться с ошибками, а сама система работает некорректно. В интернете я видел некоторые способы решения данной проблемы. Менять платформу на Workstation 10 или в безопасном режиме Windows 9X отключать все 32-битные драйверы дисков. Как по мне, этот случай прекрасно показывает факт, что время и технологии не стоят на месте. Таким образом, подобных патчей со временем может быть больше. Вспомните Windows 95 и лимит частоты процессора. VMware не поддерживает macOS, если кому-то приспичило. Без патчей вы не увидите пункт macOS на этапе создания виртуалки. VMware известна не только Workstation или плеером. Это целая компания, предоставляющая решения для виртуализации и облачной инфраструктуры. VMware ESXi тому огромный пример. ESXi — это почти отдельный продукт для корпоративных клиентов, имеющий закрытый исходный код и используется в организациях наравне с VM-Manager от ISP System, но для внутренних целей. Сейчас же можно перейти к VirtualBox, выпускаемой компанией Oracle. Первая публичная доступная версия была выпущена 15 января 2007 года компанией Innotec и частично построена на исходниках QEMU. В 2008 году Innotec была приобретена компанией Sun Microsystems. Со сменой владельца VirtualBox меняет свое название на Sun VirtualBox. Но солнышко пробыло недолго. В 2010 году Oracle покупает Sun Microsystems со всеми потрохами, блэкджеком и VirtualBox на сдачу. VirtualBox полноценно поддерживает современные гостевые системы как Windows, Linux, Solaris, ReactOS и FreeBSD. И в отличие от VMware, на виртуальной коробке Oracle официально поддерживаются macOS и OS 2. Но только старых версий, однако никто не мешает запустить танцами с бубном и эльфийской магией современные интеловские маки. VirtualBox можно скачать на официальном сайте, цена не закусается, ведь программа-то бесплатна. После установки этой программы нас встречает сам менеджер виртуальных машин. Он имеет минималистичный и всем понятный с иконками вид, а недавно там еще появилась темная тема. Список виртуальных машин находится слева и показывает само название, ее состояние, а также иконку, которая зависит от выбранной вами операционки. Справа нас встречает более подробное описание выбранной виртуальной машины, а именно превью экрана, если она включена, а также название и подробное описание каждого компонента.
Образ диска ставится либо вручную через настройки, либо при первом запуске. Скорость работы и производительность OS VirtualBox будет зависеть от мощностей вашего ПК. В качестве плюсов можно отнести великолепную кроссплатформенность. Интерфейс программы не претерпевает значительных изменений в зависимости от OS. Официальную поддержку macOS, но только старых версий до High Sierra. Поддержку плагинов, расширяющих возможность программы. Создание образа жесткого диска в формате VHD, vMDK и собственном VDI, даже на этапе создания виртуалки. Однако с версией 7.0 произошел жидкий ход упрощения, и все новые виртуальные машины теперь обязательно создаются с диском формата VDI. Более широкий выбор оборудования для виртуалки. Конечно, это касается только сети и звука, но сам факт. Если сравнивать с VMware, то это плюс, ибо у сине-оранжевых такой фичи, к сожалению, нет. Минус этой коробки Пандоры прячутся в следующем. Если вы установите Windows версии ниже 2000, то будьте готовы смириться с фактом полного отсутствия официальных дополнений VirtualBox. Вроде бы это можно решить различными костылями в виде универсальных драйверов, но оно не особо стоит того. EFI платформа поддерживается не до конца. Это не затрагивает современные Windows. Проблемы могут возникнуть на Windows 7 и ниже. На системах ниже Windows 7 официальными дополнениями недоступно 3D-ускорение. А вот подписка на канал доступна в любой момент. Это поддержит меня как автора, ведь вместе всегда интереснее, и давайте не будем теряться. Также не забывайте, что свои мнения и советы вы можете оставлять в комментариях. На очереди мир DOS-приложений. С момента, когда Microsoft окончательно попрощалась с MS-DOS и Windows NT официально вошла в мир домашних ПК, встал вопрос о запуске DOS-приложений. Хотя смысл вопроса, если в NT-системах уже был слой совместимости под названием NTVDM. Но NTVDM не мог запускать приложения, требующие прямого доступа к компонентам ПК. В результате чего в 2002 году свет увидел DOSBox – эмулятор DOS-окружения для запуска программ и игр этой эпохи. DOSBox имеет ряд ограничений, однако они не мешают запускать полноценные DOS-игры и программы. Настройка программы осуществляется редактированием файла dosbox.conf. Монтирование папок, как разделов диска, осуществляется через команду mount. Загрузка из-под image образа командой boot. Из Windows-систем на DOSBox можно запустить максимум до версии 3.2 включительно. Последняя версия DOSBox была выпущена в июле 2019 года. Существует улучшенная версия DOSBox, DOSBox X. Отличается более дружелюбным к пользователю интерфейсом, гибкостью настройки, официальной поддержкой Windows 9 X систем и более широкими возможностями эмуляций. Да и как насчет Windows XP? QEMU. В отличие от привычных нам виртуальных машин, о которых мы разговаривали ранее, это обладает преимуществом, в некоторых случаях, как в сугубо исследовательских, так и в прикладных, имеет очень большое подспорье. Да, с одной стороны, на ней вы также можете эмулировать компьютер, на котором будет запущен определенный софт, однако эмуляция самого ПК в нем реализована очень хитрым образом. Если VirtualBox и VMware эмулируют x86 совместимый процессор и совершенно обычную для большинства юзеров платформу, то QEMU умеет эмулировать не просто процессоры, но и самые разные архитектуры. То есть, имея компьютер с CISC-архитектурой, а это почти 95% всех компьютеров у вас дома, вы можете эмулировать RISC, ARM, VLIF, MIPS и другие. Так какое же это преимущество? Как минимум, отладка несовместимого с вашим компом софта. Плюсы. Гибкая настройка. Имеет внутри себя огромное количество конфигов для регулировки и утилит. Большие возможности в эмуляции различных компьютеров и архитектур. Кроме эмуляции, QEMU поддерживает и аппаратную виртуализацию. Есть возможность проброса твоей реальной видеокарты. Минусы. Для новичков интерфейс непростой. Представлен в виде консоли с кучей команд, хотя существует GUI-версия, однако новичкам все равно будет разобраться непросто. Но мы попытаемся чутка разобраться. Поэтому шаблону команды мы видим, что с помощью утилиты QEMU Image создается сырой образ жесткого диска с именем C размером в 2 гигабайта. А здесь происходит запуск QEMU с эмуляцией архитектуры x86, 512 мегабайтами памяти, нашим жестким диском C.img и дисководом со вставленным образом image.iso. QEMU хоть и имеет порт под Windows, свежие версии и лучшие плюшки находятся только на Linux-системах.
Сейчас пришла пора подискуссировать о коробках. О, да, я обожаю коробки, у меня их очень-очень много. То вот слева направо, вот это мне вот рекламу давали, вот бесплатно вещь одну. Здесь у меня были запчасти для айпода. Спасибо, но я не об этих, я про 86 бокс. Этот эмулятор обладает интересной возможностью. Когда вы его запускаете, то вы должны самостоятельно собрать свой компьютер на основе ромов. Сокет, процессор, материнская плата, жесткие диски, дисководы – все как в реальной жизни, будто вы ковыряетесь в своем ПК. Скачать 86 бокс можно на GitHub. Учтите, что с программой ромы для эмуляции оборудования не поставляются, они скачиваются отдельно. По стандарту вы можете настроить только один виртуальный компьютер. Нужно больше? Тогда скачайте 86 бокс Manager, укажите в его настройках путь к эмулятору и наслаждайтесь. Поддерживаются не только операционки до Windows 7 включительно, DOS или различные старые и не старые Linux дистрибутивы, но и кое-что экзотическое. Haiku, Next Step или системы со специфичным оборудованием. Плюсы. Максимально простой интерфейс. Пауза, Ctrl-Alt-Del, выключение, настройки, Hard Reset, частота эмуляции в процентах. В качестве диска в виртуальном дисководе можно указать не только образ, но и любую папку. Скачав рому, можно широко развлечься с выбором оборудования и собрать свой желаемый, пусть и виртуальный ПК. Открытый исходный код. Кстати говоря, про исходники. 86 бокс является форком PCM. Из минусов же могу отметить системные требования. Минимум 4 ГБ АЗУ и процессор выше, чем Intel Core 2 Duo или AMD Athlon 64. Для нетерпеливых людей программа может быть вредна. Производительность 86 бокс будет очень сильно зависеть как от характеристик вашего реального ПК, так и заданных характеристик для эмуляции. Обдумывайте все с умом. А вот и решения от Microsoft подоспели. В нулевые существовала программа под названием Microsoft Virtual PC. И о, какая ирония, но Microsoft ее не создавала. Первоначально это все называлось как Connectix Virtual PC, и первая версия увидела свет в 1997 году под Macintosh. Для ПК на Windows дебют случился только 4 года спустя. В 2003 году Microsoft на фоне интереса к виртуализации в корпоративном секторе выкупает компанию Connectix со всеми правами на это ПО. Virtual PC отдавал следующее железо: процессор Intel Pentium 2, S3 Trio 32, BIOS от American Megatrends, Sound Blaster 16 и сетевая карта от компании DEC. С выходом Windows 7 выпускается Windows XP Mode. Я думаю, мне не нужно говорить, для чего это. Так вот, Windows XP Mode является измененной Microsoft Virtual PC с поддержкой USB, интеграциями с основной операционкой и урезанным интерфейсом. Переводить плюсы и минусы этой программы я не буду. Софт признан историческим, с 2011 года не развивается, и запуск на современных Windows практически невозможен, ведь на замену пришел Hyper-V. Его легко можно установить и включить через меню компонентов Windows. Hyper-V разделен на два компонента – оснастка MMC и сам гипервизор. На ее основе еще работают и другие компоненты – песочница Windows и ныне закрытая Windows Subsystem for Android. Это условно-бесплатная альтернатива VMware и прочим виртуальным машинам от Microsoft. Его включение вносит значительные изменения в систему вплоть до определенных параметров загрузчика. В случае удаления придется чутка повозиться. Из плюсов можно заметить: практически ультимативная поддержка всех официальных Windows, начиная с 8.0. Возможность установить из коробки с системой. Тыкнул галочку в компонентах и можно плясать. Запуск виртуальных машин как службы, а не приложения, что позволяет запускать виртуалки сразу после запуска ОС без вмешательства со своей стороны. И если в сети имеется несколько серверов и управляющий компьютер, на управляющий ПК можно установить только оснастку MMC и управлять серверами Hyper-V, на которых может быть установлена ОС вовсе без графического интерфейса. Минусы. Невозможность проброса USB и звука без их аддонов, а они в свою очередь используют протокол RDP. Hyper-V официально доступен только в Pro-редакциях потребительских Windows и Windows Server. Если вы при включенном Hyper-V захотите использовать VirtualBox или VMware, то они не смогут использовать виртуализацию. Это связано с изоляцией ядра системы самим Hyper-V, не позволяющей другому софту напрямую работать с процессором. Теперь надо пояснить за мобилу. Эмуляторов для мобильных телефонов существует очень много. Когда я увлекался всей этой движухой, листая тему на FOPDA и сообщество во ВКонтакте, видел только большую тройку – Kemu, Botched и Limbo.
На моем телефоне комфортно работала только Limbo. На сегодняшний день большинство устройств имеет Android и iOS, и Android повезло в этом плане больше. На iOS ситуация скуднее. Виной была политика Apple. В магазин долгое время не разрешалось выкладывать эмуляторы как таковые. В 2024 году ЕС выпустил закон, обязывающий Apple и других производителей дать возможность пользователю устанавливать приложения со сторонних источников. На момент выхода видео было принято всего лишь 2 эмулятора – Delta для игр и UTM SE. В этом ролике мы затронем только второй. UTM существует на macOS с 2020, и он работает на Kemu, но со своими изменениями. UTM SE является его урезанной копией, без использования JIT-компилятора. Без Just-in-Time эмуляция невозможна, только виртуализация, а это чревато очень заметным спадом производительности. В UTM SE также отключены фичи, которые требуют Just-in-Time, буфер обмена и тому подобное. Разработчики имеют версию UTM на iOS, которая не имеет данных ограничений, но этот способ очень грязный и требует джейлбрейкнутое устройство. Виртуальные машины и эмуляторы — это безумно крутая вещь. Хочешь запустить какой-нибудь Apple System? Запусти мини в Mac и пользуйся на здоровье. Хочешь поиграться с играми на консолях? Решение тоже есть. Нужно что-то быстро протестировать? И тут будет выход. Сама идея виртуализации как таковой решает массу проблем. Виртуальные машины хороши и для безопасности, и для тестирования ПО, так и просто для веселья. Что вы думаете об этом? Пишите свои мнения в комментариях. А сейчас хочу завершить это видео немного нестандартно, потому что мне есть что сказать. 8 лет, 8 месяцев и 8 дней. Именно столько потребовалось времени, чтобы я мог официально заявить о том, что канал встретил своего 100-тысячного абонента. 100 тысяч неравнодушных людей. 100 тысяч человек показали свой интерес к моему контенту и будущим работам. Канал, начиная от каких-то школьных экспериментов а-ля удаления папки System32 и запуска софта из 90-х на Windows 11, вырос до полноценных проектов, хронометраж которых может превышать и 30 минут, и даже целый час. Чем больше подписчиков, тем выше ответственность. Не все идеи получалось осуществить, и не все проекты могли оправдывать мои ожидания и вложенные ресурсы. Однако они дарят мне несколько вещей. Дает желание узнавать что-то новое и попытку в этом разобраться. Возвращает радость к жизни и дарит полноценное удовольствие. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал любой своей суммой. Это очень круто. Спасибо тем, кто отправляет свои отзывы о моем контенте, какими бы они ни были. Спасибо также волонтерам-переводчикам, дарящим полноценные субтитры на иностранные языки. К слову, звуковые дорожки так и не появились. И людям, принимающим и принимавшим участие в видео на этом канале. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый контент, и приводите своих знакомых или друзей, ведь вместе-то всегда интереснее. Еще раз огромное спасибо, это ваше достижение. До новых встреч, дорогие друзья! И извините, если видео могут иногда выходить долго, просто у меня плюшевый компьютер.